Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игра де Жанейро. На связи с тобой Хитрый Лис. Да уж, безумный мир. Никак я не ожидал, что такое может произойти. И, честно говоря, в прошлом году, даже в позапрошлом году, когда началась вся эта вакханалия с локдауном и прочими радостями и прелестями жизни, я с друзьями размышлял и говорил о том, что что может быть еще хуже. Как же я был неправ. Сегодня я уже так даже не хочу размышлять о том, что может быть еще хуже того, что происходит сейчас. Спасибо, больше не надо. Давайте размышлять о том, что было бы лучше в следующем году, чем сейчас. Давайте все-таки уходить в другое русло. Не надо нам хуже из года в год. Первые пару недель после того, как произошли всем известные события, я находился в такой дичайшей прострации, я не понимал, что происходит. Я вообще не ожидал, что такое может происходить в современном мире. Но я не политик и не историк ни разу. Это вещи, которые мне никогда не были интересны. Я туда никогда не лез и продолжаю держаться в стороне от всего этого, потому что это не мое дело. Чтобы заниматься этим, нужно иметь, во-первых, мотивацию, нужно иметь цель, как минимум политические какие-то амбиции, иначе зачем ты этим занимаешься. Но это моя позиция. Опять же, политика коснулась меня, моего канала, вообще всей моей жизни, и оказалось, что все равно немножечко в ней-то нужно и разбираться. Мы растем и учимся на своих ошибках, поэтому, конечно, такую поправочку я в свою жизнь и корректировку внес. Я не считаю правильным то, что происходит. Мне кажется, я всегда придерживаюсь мнения, что любые конфликты должны решаться мирным путем за столом переговоров, но это чисто мое мнение, опять же, повторюсь, я не политик. Слишком сильно вдаваться в политические вопросы я не буду, мой канал не про это, и я не публичная личность, чтобы выступать с заявлениями и прочим. У меня есть свое мнение, которое знает моя семья и которым я дорожу. Все. Я расскажу лишь о том, как я со всем этим справлялся, что происходило в моей жизни. Мне все это дается очень тяжело, потому что я никогда не делил и не делю людей по какой-либо принадлежности. Единственное, что нас отличает, это язык, на котором мы разговариваем, потому что язык формирует мышление и образы. И, соответственно, чтобы мы друг друга понимали, человек, который говорит на английском, вряд ли сможет понять меня, говорящего на русском. Именно поэтому я собирал вокруг нашей игры русскоговорящее сообщество. Но это никогда не было общество, собранное по какому-то национальному признаку или расовой принадлежности. Все это проходит всегда мимо. Мы понимаем друг друга, и это самое главное. Больше не имеет значения ничего. Этот принцип пришел из спорта, которым я занимался, а именно из футбола, которым я занимался в детстве. Мы много ездили, много состязались с другими командами и очень весело проводили время после того, как эти состязания были окончены. И никогда ни у кого не возникал вопрос, а кто ты, что ты. Вообще, честно скажу, спорт — это такая объединяющая часть, потому что в спортзале обычно всем не важно, кто ты и что ты, важен результат, который ты показываешь. Если он у тебя есть, ты интересный человек. То, что сейчас происходит, очень сильно отразилось на мне, на моей жизни, потому что родственники есть с обеих сторон, и это ужасно. Все-таки у нас огромное культурное наследие в виде того же Советского Союза, когда мы жили вместе, как одна большая единая семья, и кто-то скажет, что можно копнуть еще глубже и все такое. В общем, это все уже вопросы другого характера. Первые пару недель я был как завороженный, приклеен к новостям, к новостным лентам, ко всему, что происходит, и я не мог принимать никаких решений. Я ходил, чуть было не остался без работы, с опущенными руками, ничего не мог делать, никакой мотивации. Это ужасное состояние. Я не знаю, это состояние полного безволья, когда тебе ничего не хочется, кроме как сложить руки и уйти куда-то на дно, закрыться, наверное, в какую-то свою ракушку, потому что ты понимаешь, что ты бессилен вообще что-либо сделать и как-либо повлиять на все происходящее.
Но потом пришло какое-то осознание, наверное, общение, опять же, с близкими людьми помогло вытащить немножечко из вот этого состояния, переключиться с новостных лент на книги. Мне попались книги по стоицизму, и я понял, что вот эта философия – это единственная правильная философия в данный момент, потому что один из ее принципов – это ты должен делать то, на что ты можешь влиять конкретно в данный момент, и делать это лучше всего. Я могу в данный момент что сделать? Отключиться от всех новостей, что я в принципе и сделал, отключиться от всех социальных сетей, от всего вот этого безумия, которое творится, от всей этой шумихи, и сосредоточиться на своей жизни, на исправлении своей жизни, на формировании себя как личности, с которой, возможно, когда-нибудь кто-нибудь будет брать пример. Я имею в виду детей и моих близких. Я не питаю иллюзий по поводу того, что, глядя на меня, будет огромное количество людей менять себя. Нет, мне достаточно моего близкого окружения. Если хотя бы кто-то из них над чем-то задумается, уже будет хорошо. И на воспитании любви друг к другу, а не ненависти и вражды, не попытки, как сейчас происходит, попытка стравить один народ друг против друга, потому что я воспринимаю это все как некое гражданское. Сейчас нельзя называть, боже мой, даже слова нельзя сейчас, имена нельзя называть своими именами, потому что есть риск загреметь и куда-то попасть. В общем, я воспринимаю это как гражданский конфликт, то есть внутри одного народа, славян. Все. Очень много ушло из моей жизни ненужного. Я, опять же, с удивлением заметил, как много оказывается на нас различных прищепок, различных гирек, будем называть их так, которые тянут нас вниз, не дают развиваться, не дают идти вперед, отвлекают внимание. Это ужас какой-то. Я никогда об этом не задумывался и сладко плыл где-то в неге своих размышлений и убеждений, что все нормально, я контролирую жизнь. Оказалось, что очень мало из жизни, что действительно поддается контролю. Все остальное занято вниманием на какие-то мелочи, мессенджеры, социальные сети, хотя я не очень в них сидел, но тем не менее, на новостные ленты, шум информационный. Благо я не смотрю телевизора уже более 10 лет всего, но тем не менее YouTube тот же превратился в определенный аналог того же телевидения, потому что хочешь не хочешь, а мне в ленту просачиваются те вещи, которые я не хотел бы там видеть, но мне их рекомендует YouTube. Да, то, что им выгодно, они мне накидывают. И это тоже пришло осознание такое, хотя я не просил его. И в связи с этим я создал себе отдельный канал на YouTube, чистый, без подписок, без всяких привязок, в котором я захожу и смотрю только ту информацию, по которой я вбиваю запрос. И не позволяю теперь залетать ко мне ничего в области рекомендаций, потому что очень сильно осознал, как нами манипулируют. И это мне не понравилось. Это очень неприятное состояние, неприятное ощущение. В какой-то момент я зарылся среди книг, больше мне информации ниоткуда не поступало, и я вдруг осознал, что мне хочется продолжить то, что я делал, то, что я могу делать, то, что я хотел бы делать. Понятное дело, что все это время у меня не было интереса к играм, не то чтобы к каналам, я даже в игры толком не заходил. Зашел, так раскидал, где-то даже просил знакомых за меня что-то там сделать, да, если попадалась возможность, потому что мне аж было немножко тошно от того чувства, что вроде вокруг творится такое, а я тут, видите ли, играю. Ну, в общем, это психология, это такая зыбкая почва, в которой я, опять же, не являюсь специалистом, но вот такие мои ощущения, которыми я с тобой сейчас делюсь. Я понимаю, что трудно сейчас было и есть всем. Но опять же, возвращаясь в рамки моего канала, в рамки того, на что я могу влиять, что я могу делать. Рано или поздно все конфликты исчерпывают себя, и жизнь продолжается, и будет дальше жить, и все будет происходить как и прежде. Я должен делать то, что я могу, и то, что у меня получается. Поэтому канал Игры де Жанейро продолжает свою деятельность, продолжает существовать. Вместе с этим я запустил отдельно Яндекс.Дзен, многие, наверное, уже видели его, и еще есть у Игры де Жанейро свой отдельный сайт, который я еще не успел доработать, но я его постепенно привожу к полноценному виду. В случае, если вдруг что-то случится, мы не потеряемся, у нас есть альтернатива.
Я сам по себе очень позитивный человек, и мне отчасти поэтому видео не выходили, потому что мне сложно было сохранять позитивный настрой, выпуская ролики, при том, что вокруг меня вот этот шум, бум и настроение были такие, когда вроде как и улыбнуться уже считается как каким-то таким неправильным, постыдным делом. Поэтому, может быть, несколько видео будут более-менее сдержанными, но рано или поздно все равно натура, естественное нутро возьмет свое, и видео, так или иначе будет сквозить мой позитивный внутренний, как я его называю, мой внутренний ребенок все равно вырвется наружу. Тем более, что у нас канал по играм, и невозможно по-другому вещать. Поэтому я прошу, давай мы не будем смешивать мух с котлетами. Мой канал посвящен играм. Здесь мы обсуждаем только игры. Где я пропадал и что происходило, я тебе рассказал, а теперь давай перейдем непосредственно к обновлению. Тем более здесь не так уж много. Основная задача этого видео была все-таки представить тебе мое мнение и где я пропадал. Все, поехали. Итак, статуи героев добавили 50 новых этажей, и теперь их стало, наверное, 300 или 350. Тут можешь поправить меня в комментариях, я уже не совсем помню. К сожалению, мне редко удается перевалить за 200 уровень, потому что я особо сильно не уделяю внимания этой игре. Нужно бы уже прокачать и снаряжение, и персонажей, но я как-то на это дело все подзабил, интереса нет. Хотя сейчас я подключал кучу всего, кучу отвлекающих факторов. Возможно, у меня высвободится время, которое я направлю на то, чтобы сделать здесь качественный скачок не только в статуи, но и на карте, и, возможно, в прокачке снаряжения, потому что скопилось огромное его количество и снаряжений, и реликвий, которые нужно прокачать, все времени нет, и когда у тебя игра не вызывает того бурного интереса, который был раньше, то при выборе потратить на нее время или не потратить, или потратить время на что-то другое, я всегда выбираю потратить на что-то другое. По законам ротации у нас сменился ивент, и на этой неделе это охота на сокровища, ивент, который я закрывал в прошлый раз, и в этот раз, скорее всего, у меня карт сокровищ не хватит. Там у меня, по-моему, 72, давай посмотрим сейчас, 72 карт, 76 карт. Даже в случае, если я закрою превосходство, все равно мне их не хватит. Может быть, если постараться, нет, не хватит. Пусть они останутся на следующий раз. Рано или поздно получится такая ситуация, что я смогу либо закрыть дважды за один раз, либо смогу 2 месяца подряд закрывать этот ивент. А так у меня он закрывается через раз. И то обновление, которое я не успел выпустить, а которое планировал и думал, что оно выйдет до начала всего происходящего, это, конечно же, 34-й сезон Славы, которого пошла последняя неделя, который уже заканчивается и закрывается. И здесь у нас скин Нанут. Мы сейчас его посмотрим. Кстати, в предыдущем обзоре обновления я говорил о том, что где-то слышал по поводу того, что можно будет купить, допустим, Рыцаря Инферно еще раз, и его бонус просуммируется. В комментариях мне задавали вопросы. Эту информацию, я же сказал, я где-то ее прочитал. Это не заявление от разработчиков. В комментариях игрок, по-моему, с ником Одессит написал, что он обратился к разработчикам с этим вопросом, и они ответили, что нет, не суммируются бонусы, а в случае, если ты попытаешься купить себе мула, который у тебя уже есть, тебе выдаст игра сообщение, что он уже есть и не даст этого сделать. Так что вот он вопрос, в принципе, разрешен. Хотя, опять же, повторюсь, я не вижу здесь ничего такого катастрофического, если бы из 8, или сколько он дает, я уж не помню, 16. Из 16 стало 32% шанса выпадения. Я же потратил в 2 раза больше ресурсов на его покупку. Кто знает, может быть, в каком-то отдаленном будущем нас все-таки ждет такое переосмысление разработчиками этой идеи, и оно что-то подобное будет. Пока что нет. Как видишь, у меня монетки копятся, и так как я здесь все забрал, у меня остался только скин Анимуши Момоичи Санада, которого я еще не добрал, и Момучи я особо не использую, но скин надо бы забрать, пусть будет для коллекции, и тем более, что его можно игровым путем забрать. Так вот, прежде чем его покупать, в том обновлении, когда мы будем это делать, я попробую наглядно продемонстрировать, как
происходит процесс покупки, если у тебя уже мул есть. То есть мы нажмем на вот эту 1700 и посмотрим, что она выдаст. Ну и переходим к скину. Итак, герой Нут Звездный Страж. По нему есть видео на канале, есть очень классный гайд, который я делал. Мне безумно понравилась эта девочка, тем более, что у нее есть умение, которое снимает бафы с противников, и, допустим, те же подвалы с щитоспинниками проходятся с ней на ура, потому что она умеет снимать этот баф, и, соответственно, она снимает отражение урона, об которое очень часто разбивается моя элита. Неджа может сам себя угробить в момент. Тот же Джеред очень часто прям бабах-бабах, и нет его. Так что шипы — это еще та заноза. Так вот, Нут ее снимает, и это очень удобно. Плюс она вносит очень большой урон своей ультой, и чем меньше противников, тем больше этот урон, особенно в босса, это шикарно. Итак, что касается ее скина. Здесь был у нее уже скин, который увеличивал ей интеллект, и это был шикарный скин, очень полезный. Дыхание богини Нут. Я не помню, когда его ввели, возможно, в тот момент, когда я не вел активно канал, когда у меня был перерыв. А в данный момент это богиня, ну не богиня, а королева звездного неба, Нуит. И мне, честно говоря, очень нравится, как скин выглядит. Увеличение здоровья, ну не могу сказать, что... Это всегда полезно, но не могу сказать, что для Нут это самое лучшее, что могло быть. В данном случае вот этот скин однозначно выигрывает. Но по красоте этот скин заходит мне больше. Хотя и этот образ, где она такая мулаточка, мне очень нравился. Здесь ее немножко обелили. Наверное, это все опять же в сторону китайцев. Но скин очень красивый. И оригинал тоже здоровский. Если брать или не брать, за донат, ну, только ради красоты. Если ты ценитель эстетической красоты, возможно, стоит. Но в качестве бонуса, как 6% к здоровью, ну, наверное, нет. На этом все, новостей здесь немного. Прошу извинить за такой более пессимистичный, чем обычно, выпуск, но сейчас такое время. Мне в первую очередь хотелось вернуться, хотелось услышаться, пообщаться, ну и, конечно же, зафиксировать скин в истории канала. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, делись этим роликом с друзьями и долбани в колокол, чтобы не пропустить другие ролики по игре. Оставайся с Лисом, впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!